Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке мы с вами вяжем мозаику из центра. Я покажу, как вязать так, чтобы не было видно никакого видимого перехода на новый ряд. Посмотрите, у меня все связано так, что вы никогда не увидите, где у меня меняется ниточка на другой цвет и переход на другой ряд. Вот как выглядит полотно с изнаночной стороны. Переход у меня был выполнен вот в этом уголочке. Смотрите, получается вот такое квадратное полотно. То есть вы научитесь вязать такой узор и сможете связать либо плед, либо наволочку на подушку, либо плед, который состоит именно из вот таких вот мотивов, то есть соединить их между собой, либо просто вязать квадратный. Так, и в работе также я буду использовать вот эту схему. Ссылку на эту схему я оставлю в описании под данным роликом. Я чертила ее в программке Stitch Fiddle. Поэтому вы сможете себе скачать и вязать в любое удобное для вас время. То есть это не надо быть привязанным и следить за тем, как я вяжу каждый ряд. Я вначале вам покажу, как читать эту схемку, как вязать по этой схеме, и вы сможете сами все вязать самостоятельно в удобное для вас время. Постаралась подробно, понятно объяснить, поэтому вяжите, делитесь вашими работами. Итак, приступаем. Вязать буду из шнурочка Caramel Baby 2 мм крючком номер 3,5. Итак, делаем колечко, провязали первую петельку, далее провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли и 4 столбик без накида. Стягиваем наше колечко, у нас получается вот такой квадратик, и по логике в этом уголочке тоже должно быть 2 воздушные петельки. Да, можно было бы делать и так, но тогда будет видна ступенька перехода. Мы с вами сделаем невидимый переход. Будем провязывать столбик с одним накидом и менять цвет. Делаем накид, провязываем 2 петельки. Так, а последующие 2 петельки мы закрываем уже другим цветом. Так, хвостик и светлую ниточку уводим вправо. И здесь у нас получается вот так на уголочке, да, мы будем изначально вот в самом начале провязывать столбик без накида. И далее все ряды мы вяжем за заднюю полупетлю, вот именно посерединке. В уголках мы провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. А по прямой мы провязываем за заднюю полупетельку столбик без накида. Вот, в первом ряду у нас был один столбик, этот второй ряд уже по каждой стороне у нас будет 3 столбика без накида за счет прибавления вот в этих уголочках. То есть сейчас в углу мы провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Над нашей первой петелькой за заднюю полупетлю мы провязываем столбик без накида. В уголках снова в уголках всегда будем вязать столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Так, опять по прямой за заднюю полупетельку 1 петля, снова уголочек, столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Идем на последнюю нашу сторону. Здесь мы провязываем за заднюю полупетлю столбик без накида. В уголочке мы, когда начинали наше вязание, мы 1 столбик без накида уже провязали. Провязываем. Так, провязываем 2 столбик и
И, как всегда, мы закрываем ряд. Вместо 2 воздушных петель мы провязываем столбик с одним накидом. Смотрите, накид, да, 2 петельки провязываем, вводим вправо нашу ниточку темную и закрываем ряд светлой ниточкой, так как здесь каждый ряд мы будем чередовать цвета. То есть постоянно у нас чередуется светлый, темный. И теперь вот этот ряд уже второй у нас увеличился. Теперь по каждой стороне, в первом ряду у нас был по каждой стороне по одному столбику. В уголках мы провязывали столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Мы так всегда в уголках и будем вязать. Но теперь уже по этой стороне у нас 3 столбика без накида, которые мы будем провязывать за заднюю полупетлю. Вязать начинаем точно так же. То есть в углу мы сначала провязываем 1 столбик вот так вот вглубь без накида. И по стороне мы провязываем 1, 2, 3 столбика без накида за заднюю полупетлю. Уголочек снова столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Каждая сторона у нас будет увеличиваться на 2 петельки, которые мы должны провязывать за заднюю полупетлю. Первый ряд это была 1 петелька, второй ряд 3, третий ряд это будет 5 петелек. Я сейчас все покажу. Так, 1, 2, 3. Уже с 5-го ряда у нас начнется рисунок. Там далее мы будем вязать по схеме, я вам покажу. Пока вяжем вот так. В уголочках столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Так, по стороне 1, 2, 3 за заднюю полупетлю, столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Провязываем 4-ю сторону, последнюю, да, где у нас 1, 2, 3 столбика без накида. И остается у нас, как всегда, уголочек, куда мы провяжем. У нас один уже провязан, столбик без накида. Провязываем еще один, делаем накид и провязываем. Оставляем 2 петли, вправо вводим светлую ниточку, берем темную и закрываем. Вот у нас такой получается невидимый красивый переход, когда у нас нет ступенек. Так, сейчас с вами вяжем 4-й ряд. Так, сюда провязываем столбик без накида. И, как я уже говорила, каждый ряд увеличивается на 2 петельки, которые надо провязать за заднюю полупетлю. Смотрите, первый ряд была 1, второй ряд 3, третий ряд уже здесь мы провязываем 5, на 2 петельки увеличивается, да. По каждой стороне провязываем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида. Уголок формируем как обычно. Столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. И далее снова по прямой 5 столбиков без накида за заднюю полупетлю. Так, свяжите самостоятельно 4-й ряд. Как закрыть я покажу. И далее покажу схему, по которой будем вязать. Итак, смотрите, когда мы провязали 4 рядочка, да, 5-й мы уже будем вязать по схеме. Я могу, конечно, вам и так объяснить. Может, ну, вы сами поймете, как вам удобнее по схеме, либо просто в процессе вы будете понимать. Так, видите, мы сейчас 4-й ряд у нас был темный, 5-й ряд у нас идет светлый. Здесь это видно, где вот у меня светлые, темные ряды. Там, где в светлых рядах у нас стоит темная точка, то есть, когда внизу у нас есть свободные клеточки, их должно быть
3, да, вместе с этой точкой, тогда мы провязываем столбик с одним накидом. То есть у нас получаются такие столбики рельефные. Там, где нет точек, мы весь этот ряд вяжем светлым цветом, несмотря на то, что здесь у нас есть квадратики темного цвета. Итак, давайте начнем вязать. Я в процессе вязания вам буду показывать именно по этой схемке. Так, смотрите, 5-й ряд, вот здесь я его пометила, в котором у нас уже есть вот эти наши столбики с одним накидом, которые... Вот смотрите, если ряд светлого цвета, то столбик с одним накидом обязательно опускается тоже в ряд светлого цвета и никак по-другому. Следующий ряд темного цвета, где у нас светлая точка, то есть здесь у нас снова нет преграды у них. То есть у нас столбик с накидом получается тогда, когда внизу, когда он спускается на предыдущий свой ряд такого же цвета, нет преграды, видите, то есть он спускается тоже на темный ряд, и под этой клеточкой, эта клеточка тоже темная, значит вот эти столбики у нас будут идти столбиками с накидом. Ну, у нас сначала светлые ряды, вот мы вяжем 5-й, так, мы провязываем 1, 2 столбика, и следующий у нас идет столбик с накидом. И провязываем 1-й столбик, так, 2-й столбик, и дальше, вот мы 2 провязали, дальше у нас идет, ну, мы столбик, делаем столбик с накидом, и цепляем за ту петельку, за полупетлю, которая у нас оставалась внизу, когда мы провязывали 3-й ряд. Так, та петелька, которая под ней, мы не провязываем. Далее мы провязываем 1, 2, 3 столбика за заднюю полупетлю. 1, 2, 3. Вы не обращайте внимания то, что столбики тут и коричневые. Всегда, когда у нас ряд светлый, все остальные, которые без точек, они вяжутся светлым цветом. 3 провязали. Далее у нас снова идет столбик с одним накидом. И 2 столбика без накида. Это один, который мы за заднюю полупетлю провязываем, и один, который в углу. Имеется в виду, да, то есть который в углу. Столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Так, здесь то же самое. Вот 1-й столбик. Ну, то же самое повторяем по всем 4 сторонам. Вот один столбик мы уже провязали. Это угловой. Далее следующий у нас идет просто столбик без накида и столбик с одним накидом. Если брать по схемке. 3 столбика без накида. Обязательно мы вяжем именно по сторонам за заднюю полупетлю, чтобы переднюю оставлять для вот таких вот столбиков с одним накидом, чтобы формировать рисунок. Так, провязываем еще столбик без накида, и в уголочке у меня получается столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. То же самое проделываем по 2 оставшимся сторонам. Далее перейдем на новый ряд, и я покажу, что делать. Так, далее 6-й ряд. Я провязала свой 5-й ряд. Смотрите, какая красота уже получается. 6-й ряд. 6-й ряд у нас темного цвета. Соответственно, мы его весь провязываем темным цветом. Но где у нас идут вот эти белые точки, то есть где у нас ничего не мешает этой темной клеточке спуститься вниз и образовать столбик с накидом. Видите, у нас тоже темный столбик, соответственно, он с предшествующим 4-м рядом образовывает вот такие 2 столбика с одним накидом. Поэтому провязываем сейчас 1, 2, 3, 4 клеточки темного цвета, учитывая и нашу угловую клеточку, да, то есть первые вот я уже провязала, когда делала переход. Вот у меня провязана 1-я. Далее, смотрите, я вяжу, опять же, как и говорила, за заднюю полупетлю 2-й столбик,
третий и четвертый. Далее пятый мы вяжем, спускаемся вниз за полупетельку. Здесь пустая клеточка, то есть столбик без накида. И снова спускаемся вниз и формируем столбик с одним накидом. И далее до конца ряда. Раз, два, так, три. И угловые мы провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Далее все то же самое мы провязываем. Раз, два, три, считая угловую. Вот у меня раз, два, три, четыре получается. Раз, два, три, четыре. И далее столбик с одним накидом. Провязываем столбик с одним накидом. Столбик без накида, столбик с одним накидом. И раз, два, три. В уголочках четвертый столбик. Все, далее до конца довяжите. Раз, два, три, четыре, шестой ряд. Так, связали 6 рядов. Вот такой у меня получается квадратик. Смотрите, эту схемку я оставлю в описании по данным роликам. Нумерация тут будет. Мне так удобнее, я вот здесь рядышком буду писать. Сейчас мы переходим на светлый цвет. И смотрите, где у нас стоят точки. Точки я для удобства проставила. В принципе, здесь видно, что в светлом ряду, где под светлой клеточкой, ниже идет еще одна светлая и опускается на 5-й ряд, на тот ряд, который был светлым цветом. То есть, соответственно, здесь можно формировать столбик с накидом. Следующая светлая, смотрите, у нее внизу стоит темная клеточка, поэтому здесь будет обычный столбик без накида и так далее. То есть в этом ряду у нас раз, два, три точки, 3 столбика с одним накидом. Итак, провязываем первых 2, а третий формируем. Так, смотрите. Первый у нас уже провязан. Это наш угловой столбик. Провязываем второй, да, а третий у нас будет столбик с одним накидом. Далее идут 3 столбика без накида. Раз, два, три. 1 столбик с накидом за оставшуюся полупетлю. Так, 3 без накида. Раз, два, 3. Столбик с одним накидом. И еще провязываем одну петельку и угловой столбик. Ну, то есть в конце вот у нас здесь видно, что 2. Да, то есть, как я уже говорила, считая угловой. Далее у нас идет 2 воздушные петли, угловой столбик. То же самое, все по этой схеме, по всем 4 сторонам. Столбик с одним накидом. Три столбика без накида. Столбик с одним накидом. Раз, два, 3. Обязательно просчитывайте количество связанных на каждой стороне петелек, потому что можно где-то что-то пропустить. И уголочек опять мы провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Далее самостоятельно довяжите до конца 7-й ряд. Так, провязали до конца 7-й ряд. Вместе с вами давайте его закроем. Так, столбик с накидом, 2 петельки провязали, вправо уводим ниточку, закрываем другим цветом. И сразу же сюда
в уголочек мы провязываем первый столбик, который мы считаем. Я вам уже говорила. Смотрим 8 ряд, да, 8 ряд у нас темного цвета. Кружочки у нас стоит 4 кружочка. То есть изначально мы провязываем 1, 2, 3, 4 столбика без накида. Далее чередуем. Первый столбик без накида у нас уже есть. Угловая петелька, это считается второй, третий, четвертый. Далее провязываем столбик с одним накидом, столбик без накида, столбик с одним накидом. И я уже не раз говорила, но это я так вяжу. Можно провязывать за оставшуюся полупетельку. Вот если у нас столбик над столбиком, да, можно так. Я обычно провязываю, чтобы у меня шла красивая сплошная вот такая полосочка, которая выделяется, мои эти столбики с накидом, вот за вторую петельку. Вот она находится ниже. Вот оставшаяся полупетля, а вот эта петелька. Я за нее провязываю при вязании ковров, мозаики. Мне так красивее, мне так удобней. А вы смотрите на ваше усмотрение, как удобно вам. То есть я вот за эту вторую петельку провязываю столбик с одним накидом. Так, и у нас они чередуются. Их должно быть 4 по нашей картинке. Смотрим 8 ряд. 1, 2, 3, 4. И в конце мы провязываем 1, 2, 3, 4 столбика без накида. Опять же, не обращаем внимания на клеточки другого цвета. Этот ряд у нас темного цвета. Мы обращаем внимание только на точки, которые у нас формируют столбики с одним накидом. Так, 1, 2, 3. 3 и 4 это у нас, не забываем, это у нас угловая петелька. В углу у нас столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Вот это наша 1, 2, 3, 4, 4, которая из угла идет, но она формирует эту сторону. Далее самостоятельно провязываем все стороны 8 ряда и переходим на светлый ряд 9. Так, смотрите, ребята, что у меня получается. 8 рядов. Формируется вот такой красивый уже мотив, можно сказать. 9 ряд. 9 ряд мы перешли на ниточку светлого цвета. Так, 1, 2. Провязываем столбики без накида. Столбик с накидом. 1, 2, 3. И далее внутри. Я, в принципе, уже интуитивно могу вязать по схеме. То есть первая петелька у меня есть, провязываю вторую. В принципе, видите, у меня в уголках вот все время формируется вот такая лесенка. Это тоже я, не обязательно даже на схему смотреть, тут оно в принципе видно. Так, столбик с накидом мы провязали. Далее 3 столбика без накида и формируем 1, 2, 3. И далее чередуем по одному столбику. Вот видно, как они внутри моего этого ромбика формируются. Первый столбик. Так, второй. Вот здесь хорошо видно. Еще раз покажу, что я вяжу. Когда у меня один над другим идут столбики с накидом. Не за оставшуюся полупетлю, а вот за эту петельку. Видите, мне нравится, как вот эта линия получается такой вот, ну, как бы можно сказать, сплошной. Так, далее столбик без накида. И еще один столбик с накидом. Вот мы их 3 провязали, да. 9 ряд. Далее 3 столбика без накида. Так, 1, 2, 3. Опять здесь в уголочке как бы вот такая лесенка формируется. И 2 угловых. Это одна петелька
которая доходит до угла, и угловая петелька. Вот, и угловая. Вот это мы по схеме провязали. Дальше угол, как всегда, 2 воздушные петли, столбик без накида. Вяжем по этой стороне. Одна угловая, одна вот эта. То есть это вот 2 наши петельки. И далее столбик с накидом. И делаем то же самое, что мы провязывали по первой стороне. Я думаю, что вы провяжете уже сами. Я очень даже подробно все это рассказала. Не заканчиваю еще с вами вязать. Еще пойдем дальше. Начнем формировать новый ромбик. Так, довязываем вместе, довязываем 9 ряд. Итак, связано у меня 9 рядов. Вот что у меня получается. Переходим к 10 ряду. 10 ряд темного цвета. Итак, провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида. И далее формируем этот наш ромбик. Обязательно первый у нас уже это начало вязания. Я уже в уголочек провязала первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Тут вот видно, да, что как у нас далее формируется наш ромбик. Опять же, это идет уже второй столбик. Беру за вторую петельку, как я вам и показывала. Далее столбик без накида. Далее снова у нас столбик с одним накидом, без накида, с накидом. И должно быть 4 без накида и с накидом. 4 мы провязали. 10 ряд смотрим. Вот они. 1, 2, 3, 4. И до конца ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида. Включая угловой. 1, 2, 3, 4, 5. И уголочек наш, это 6-й столбик, 2 воздушные петли, и переходим на новый ряд и вяжем то же самое, все по схеме. Вяжем самостоятельно 10 ряд, и я еще с вами вяжу 11. Итак, я провязала 10 рядов. Уже вот такие вот мотивы имеют место быть. То есть вы можете связать несколько таких мотивов и соединить, ну, в плед, в ковер. Но мы с вами вяжем дальше. Переходим на 11 ряд. 11 ряд у нас светлого цвета. Смотрите, уже начинают у нас формироваться, в принципе, новые ромбики будут. Да, этот сужаем, этот расширяем. Причем этот вот он немножко другой, без серединок вот этих. Так, 11, то есть 2 без накида, 1 с накидом, 3 без накида, 1 с накидом. Смотрим, в принципе, по рисунку можно ориентироваться. Сейчас расскажу. Так. Первая у нас есть угловая. Так, вторую провязываем столбик без накида. И формируем вот эти вот лесенки, которые в уголках. Так, 3 без накида далее у нас было. 1, 2. Обязательно всегда за заднюю полупетлю, кроме угловых. И смотрите, вот тут видно, что вот этот наш ромбик, мы его как бы здесь уже начинаем закрывать. Вот этой нашим столбиком. Да, вот видно даже, да, что вот он тут закрывается. Так, еще так, 3, опять же, по серединке еще у нас столбик с накидом. Ага, вот этот. Так, 1, 2, 3. Посерединке мы еще удлиняем вот эту полосочку. И далее снова 1, 2, 3. Так, опять же, схемку я оставлю. По схеме все-таки удобнее вязать. Будете себе карандашиком отмечать, чем просто так я бы вам говорила. И вы бы слушали меня на протяжении часа, например. Главное понять принцип
и все пойдет. Так, я вот уже здесь в уголках, я их интуитивно, эти полосочки вяжу, они легко видно, как их повторять. И уголок 2 воздушные, уголок. И далее по схеме. То есть в этом ряду в 11 у нас было 1, 2, 3, 4, 5 столбика с одним накидом. Так, 2 без накида, 1 с одним накидом, 3 без накида, 1 с накидом, 3 без накида, 1 с накидом. И зеркально отображаются точно так же. Вяжем самостоятельно 11 ряд. Я еще с вами буду вязать 12. Итак, 11 рядов провязали. Смотрите, как получается. Далее вяжем 12 ряд. То я тут уже наперед забежала. 12 ряд темным цветом. Так, провязываем. Мы уже будем формировать новый ромбик. Провязываем 1, 2, 3, 4 столбика без накида и формируем ромбик. Итак, первый у нас уже провязан в уголочке. Второй столбик без накида. Третий, четвертый. И вот здесь даже видно. Формируем новый ромбик наш. Столбик с накидом. Столбик без накида. Столбик с накидом. Так, а далее следующие столбики у нас. Так, 12 ряд. А вот здесь еще есть 2. Закрываем старый ромбик. Ой, закрываем тут наш первый ромбик. И здесь формируем новый. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Ой, ага, 3 надо было. Вот, где мы его закрываем. Вот, они вот эти наши столбики с накидом. 3, так. Столбик без накида и еще столбик с накидом. Далее 1, 2, 3. И снова мы формируем новый ромбик. Столбик с накидом, столбик без накида, столбик с накидом. И идем к уголочку, провязывая 1, 2, 3 и 4 в уголок. 2 воздушные петли и снова все повторяем. Вот как получается. Это, да, уже запуталась немного, это 12 ряд. Провязываем до конца 12 ряд, дальше будем вязать 13. Итак, смотрите, 12 рядов я провязала. 13 ряд у нас светлого цвета. Вот наш 13 ряд. Как всегда, в углу мы делаем вот эту лесенку. И далее нашими вот этими 2 столбиками с накидом мы как бы закрываем предыдущий ромбик. Эти ромбики, они уже будут без вот этих внутренних полосочек. Они будут выглядеть по-другому. Так, я сейчас с вами еще покажу, как вяжется 13 ряд. Так, первая петелька готова. Набираем еще столбик. И вот сюда мы провязываем вот эти как бы наши ступеньки. Далее мы все провязываем. Только вот здесь вот мы сформируем. Это уже по рисунку видно. Ну вот как у меня идет. 1, 2. Вот эти 2 столбика. А здесь просто мы вяжем за заднюю полупетлю столбики без накида. 3, 4, 5, 6, 7. Так, по рисунку смотрим, сколько у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все верно. Ой. Да, 13 ряд по рисунку. Вот эти вот сейчас мы будем вязать боковинки. Так, 1 столбик, между ним 3 столбика без накида. То есть видно, что мы вот этими нашими белыми полосочками как бы закрываем наш первый ромбик.
Вот, смотрите, как оно получается. И далее вяжем до конца ряда. Ну, формирую только в уголочке. Вот сейчас я довяжу. Вот, где он у нас формируется, вот этот вот эта лесенка. Далее провязываем столбик без накида и в уголок. Столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Так, хотя 14 ряд давайте тоже провяжем вместе. Тут как раз формируется этот ромбик наш. Ну, давайте 13 заканчиваем, еще 14 покажу. Так, у меня готово 13 рядов. Еще с вами свяжем 14 ряд. Посмотрим, как формируются вот эти ромбы. Итак, смотрите, 14 ряд мы провязываем, он у нас темным цветом, мы провязываем 4 столбика без накида и далее чередуем 4 с одним накидом. Так, первый у меня провязан. Вяжу второй столбик, третий, четвертый. Здесь по рисунку уже видно, что это начинает формироваться новые ромбики у меня по краям. Так, провязываем столбик с одним накидом, чередуем со столбиком без накида. Далее, видите, вот эти столбики, я их, как всегда, за вторую петельку провязываю, то есть они уже начинались в предыдущих рядах. Вот, смотрите, как они будут формироваться. Они будут отличаться от этих. То есть здесь белые клеточки, они будут внутри. Далее, что у нас? Ну, опять же, мы дальше идем, провязываем 5 столбиков без накида и формируем второй ромбик. 2, 3, 4, 5. Так, столбик с одним накидом, столбик без накида, столбик с одним накидом, столбик без накида, столбик с одним накидом. И еще 4 столбик остается с одним накидом. Вот как они формируются красиво. Столбик без накида. Идем сразу в уголочек. И по другой стороне, здесь в уголочках мы не формируем такие лесенки. Так, как всегда, в углу столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Провязываем по всем сторонам. Ну, давайте еще 15 свяжем вместе. Итак, смотрите, здесь 14 рядов. Продолжаем вязать 15 ряд светлым цветом. Как всегда, мы формируем вот эту вот нашу веточку, да, и далее столбик с одним накидом у нас только посерединке, вот здесь. Так, первая петелька у нас уже есть в углу. Вяжем, формируем далее вот эту угловую лесенку, провязываем столбик с одним накидом. И далее до серединки мы вяжем просто столбики без накида. А вот здесь вот в серединке мы провяжем столбик с одним накидом. Я думаю, что 15 рядов вполне достаточно, чтобы понять, как далее продолжать вязание. По такому же принципу, как я вам рассказывала.
Так, вот, видите, провязали столбик с одним накидом, и тут видно, мы уже закрыли вот этот наш ромбик и формируем вот эти два, которые немножко отличаются. Все, далее опять же до уголочка мы провязываем просто столбики без накида. В углу, как всегда, мы формируем именно светлым цветом нашу вот эту лесенку. Схемку, понятно, вы можете менять для себя. То есть для себя что-то убрать, например, вот эти зубчики по углам. То есть можно ромбики все сделать вот такими, как первый ромбик. Можно все закрытые, как вот этот второй ряд ромбиков. То есть это все по желанию. То есть вы можете сделать именно как вам больше нравится. Именно поняв принцип, как это вяжется. Ну и все, и на углу мы вяжем столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Далее вяжите сами, я свяжу еще несколько рядов, чтобы увидеть, как формируется рисунок, и покажу вам готовый результат. Так, смотрите, что у меня получилось. Понятно, я не вязала ни плед, я просто вязала вот такой большой образец. Вот изнаночная сторона. Как смотрится с изнанки. Смотрите, где мой переход. Вот мой переход на новый ряд. Он получается вот так вот в уголочке. А на самом полотне, на лицевой его части вообще не видно, где я перехожу на новый ряд. Все связано вот так вот. Итак, поэтому, если вам был полезен мой видеоурок, схемку я, кстати, оставлю в описании под данным роликом, можете скачать и в удобное для вас время вязать. Вам главное понять суть, как это вяжется. Поэтому, если вам был полезен мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!